Всем привет, с вами Ганзи. И это новая часть сюжета «Цепи судьбы». Вижу, вам сюжет нравится, и это круто. Это прямая дорога на то, чтобы сюжет жил. Ваши лайки, ваши комментарии, ваш актив – это то, что нужно этому сюжету. Вы справляетесь вполне с этой задачей, и поэтому пока тоже я не буду повышать ставки. Давайте 150 и 150, и завтра 4-я часть. Ну вы поняли, 150 лайков, 150 комментариев, завтра новая 4-я часть. Ну а сейчас, думаю, можно начинать. Цепи судьбы, 3-я часть. Поехали. Глава 3. Белый клык листа. Сколько бы я ни говорил о спасении мира, без должных навыков это лишь пустой треп. Скоро поступление в академию, поэтому я должен быть в наилучшей форме. В прошлый раз я с трудом клон-то создал. Чудо, что мне дали генина. Так начались мои тренировки. Рано утром под предлогом погулять я убегал в лес за территорию стен. Если же мне это не удавалось, то просто отправлялся в ближайший парк, где все чаще отрабатывал свои приемы. Детское тело было совершенно не приспособлено к концентрации чакры. Как я это понял? Да решил взобраться на дерево. Я сконцентрировал чакру в ступнях, так я думал. А затем, что есть мочи, побежал по стволу. Ну, я сделал около 3 шагов. А затем рухнул на землю, больно ударившись головой. Тогда стало понятно, что прежде надо развить свое тело. День тянулся за днем. Я совершал марафоны по лесу, уклоняясь от веток, перепрыгивал большие валуны. В общем, придумывал себе разнообразные ловушки. Я тренировался по 10-12 часов в сутки, иногда забывая про обед. В первые недели, приходя домой, грязным, потным и изнуренным, едва умудрялся оправдываться перед бабушкой. Но преимущество детского тела в том, что оно очень пластичное и легко поддается тренировкам. Уже через месяц моя выносливость была на довольно высоком уровне. Но, увы, этого было все еще мало. До поступления в академию оставалось всего ничего. Вторым этапом была тренировка бойцовских навыков и концентрация чакры. С первым пунктом проблем особо не было. Я учился по довольно старым книгам, где было множество интересных приемов, а затем искал себя в сопернике какого-нибудь хулигана. Не скрою, множество раз меня запинывали толпой, но кто-нибудь обязательно приходил на помощь. Все чаще меня стали приводить полицейские. «О боги, Обита, ты снова подрался с кем-то!» С ужасом произнесла бабушка, закрывая рот руками. В этот раз я ошибся с захватом. Противник оказался больше меня. Я собирался применить болевой в нижней трети плеча, но моя рука соскочила, я повис на толстенькой ручище, как рыба на крючке. Потом и его дружки в себя пришли. Мое лицо было в синяках, а тело красное от пинков. Били они от души. «Прости, но они обижали малышей!» – воскликнул я, пытаясь оправдаться, но тут же схватился за больной бок. Бабушка глянула на полицейского, тот утвердительно кивнул. Он уже успел опросить очевидцев, она выдохнула, поблагодарила его и помогла мне подняться в комнату. С меня сняли одежду, ибо сам я был не в состоянии. Бабушка заботливо обработала раны. «Обита?» – тихо спросила она. Что, бабушка?» «Почему ты это делаешь?» «Что, дерусь?» «Да, ты ведь такой добрый мальчик. Я всегда думала, что ты умеешь решать проблемы без применения грубой силы». «Ба, пойми, я делаю это не из-за того, что я задира или что-то вроде того». «Вот как, а почему же?» «Черт, но не могу я ей сказать, что мой разум после смерти перенесли в тело молодого меня, и теперь я тренируюсь таким образом. Даже если бы она и поверила, то ее сердце не выдержало бы, не люблю я врать. Хотя всю жизнь обманывал себя же. Иногда зло нужно наказывать, и не всегда слова бывают убедительны», – проговорил я, пытаясь выдать нечто складное. Бабушка забинтовала руку, на которой была большая ссадина. «Я понимаю, ты мальчик, а вы в этом возрасте часто сражаетесь, иногда даже сами не зная за что. Но Обита силен не тот, кто смог победить в драке, а тот, кто сумел ее предотвратить. Твой отец». «Мой отец мертв, бабушка», – сказал я громко. Бабушка вздрогнула, а затем прижала платок к глазам. Я подполз к ней ближе, обнял и тихо сказал: «Прости, я и правда большой дурак. Я часто делаю глупости и заставляю тебя волноваться, но
Моих родителей и правда нет, а это значит, что я единственный, кто может защищать нашу семью. Я не желаю сражений, но если хочу стать шиноби, мне придется привыкнуть к этому сквозь боль, слезы и неудачи. Становиться лучше. Когда у меня будет сила, тогда я смогу предотвратить сражение. Бабушка шмыгнула носом, прижалась ко мне и ответила: «Я знаю, просто хочется, чтобы ты подольше оставался моим маленьким мальчиком. Не стремись взрослеть рано, Обита. Мир взрослых не такой радужный, как вы думаете». «Я понимаю», – ответил я. Бабушка не видела, как я слегка сжал кулак. Я ее прекрасно понимаю. Для нее я милый внук, что играл в догонялки и вечно дурачился, и вдруг стал серьезным и даже холодным. Она не хочет терять со мной связь, поэтому пытается уберечь от невзгод и дать пожить счастливым, беззаботным временем. Только вот этого самого времени у меня нет. Бабушка погладила меня по голове, помогла лечь на футон. Перед тем, как выйти, она сказала: «Я всегда тебя поддержу, Обита. Ведь твой отец тоже не отступал от своих идеалов. Но прошу тебя, будь осторожен». «Обещаю», – сказал я и поднял кулак кверху. Она улыбнулась. Я рассмеялся в ответ. Нам обоим нужен был этот разговор. После той ночи я перестал врать бабушке. Она все еще переживала, но всеми силами скрывала это, чтобы я не волновался. Конечно, я это видел и поумерил свой пыл. Стал сражаться избирательнее и сдержаннее. Это принесло свои плоды. Мне стало проще выбирать тактику для боя. Помимо старых приемов, которыми я пользовался в той жизни, появились новые, которые я оттачивал до автоматизма. С концентрацией чакры у меня все так же были проблемы. Я подолгу медитировал и понял, что есть нечто блокирующее поток моей энергии. Казалось, будто бы она закупорилась и не желает идти дальше. Тем временем наступил тот самый день. Я смог поступить в академию, только в этот раз все было иначе. Рано утром я, превозмогая боль в теле, оделся и спустился вниз. Бабушка ужасно удивилась. «Обита, ты так рано встал?» «А? Ну да». «Ты меня поражаешь, ведь обычно тебя не поднимешь». Я покраснел, затем кашлянул и гордо заявил: но сегодня важный день. Я впервые иду в академию. Не могу же я опоздать». Я проговорил это так самоуверенно, что мне невольно стало стыдно. В прошлый-то раз я настолько задержался, что все пропустил. К счастью, Рин взяла мои документы. Какой позор. «Вот как? Ты очень повзрослел, Обита», – проговорила бабушка, поглаживая меня по голове. «Не знаю, радоваться или опасаться. Хи-хи». «Конечно, радоваться. Вот увидишь, скоро все будут говорить обо мне, как о лучшем ученике». Бабуля покачала головой, затем поставила тарелку с супом. «Тогда будущее и знаменитости мира шиноби нужно как следует питаться, а то скажут, что я плохая бабушка и не кормлю тебя. Так что съесть все до последней капли». «Есть!» – ответил я, хватая ложку. Мы рассмеялись, как же приятны такие минуты. Я шел по деревне. Было раннее утро. По моим расчетам, я должен успеть. Как раз за полчаса до церемонии. Улицы Канохи все еще пустовали. Даже старички в такое время мирно спали. Так что на их засады сегодня я не попадусь. Приятный теплый ветерок обдувал меня. Утреннее солнышко набирало силу и приятно припекало. Удивительно, что я добрался без происшествий. Наверняка сейчас на меня свалится камень или что-то вроде того, а рядом будет стоять Какаши и пускать свои язвительные шуточки про то, какой я неумеха. Вот она, Академия шиноби, большие двери, над которыми висел огромный красный круг в зеленом обрамлении. У двери стояло несколько сенсеев, они вывешивали приветственную надпись. Я быстро подбежал и поклонился. «О, ты новый ученик, не так ли?» – спросил первый. «Да, меня зовут Обита Учиха, приятно познакомиться», – отчеканил я. «Ого, какой бойкий малый», – проговорил второй. «Самым первым пришел, пунктуальный какой». Знали бы вы, как сильно заблуждаетесь. Подожди немного, сейчас придут остальные, мы все вам покажем и расскажем». «Ну, тут такое дело», – начал я неуверенно. «Что такое?» «Можно я получу свои бумаги сейчас? Просто у меня очень важное дело сегодня». Они переглянулись, а затем засмеялись. «Ха, важное дело? А ты, как я вижу, серьезный малый. Что же за миссия у тебя, юный шиноби?» «Это, тренировка», – тихо проговорил я. «Что?»
«Что? Погромче, будь добр. У меня очень важная тренировка, поэтому прошу вас, выдайте мне бумаги сейчас». На одном дыхании выдал я, склоняя голову. «Ого!» – обомлели они, переглядываясь. «Ну, ты это, не переживай так. Выдать действительно важно, раз ты в такую рань пришел. Но разве ты не хочешь увидеть Академию, узнать, что тут да как?» Я все уже видел. Мне было так интересно, что я попросил одного из сенсеев показать мне. Неумело соврал я. «Вот как? Ну тогда подожди тут, я принесу твои бумаги. Обита, верно?» «Да, Обита Учиха. Благодарю вас». Мне вынесли все бумаги в большом конверте. «Вот, смотри, не потеряй по дороге». «Спасибо». Успеха тебе в тренировке. Помни, шиноби должен иметь не только сильное тело, но и разум. Понял, всего доброго. Не забывай, завтра занятие в 8 утра. Есть!» Убегая, прокричал я. Моей главной задачей стояло не наткнуться на одноклассников. Почему? Потому что в последнее время я стал реже гулять с ребятами. Рин звала меня пару раз поиграть в догонялки, но я лишь неумело придумывал оправдание. Дело в том, что в последней драке я получил сильные ушибы и целый день провалялся в кровати. Пришлось даже бабушку просить соврать. И много же я от нее потом выслушал. Вернулся в детство, называется, блин. Я помчался в лесок, чтобы продолжить тренировку с чакрой. Для этого я выбрал самое высокое дерево. На нем уже было несколько пометок кунаем, но я не мог пробежать больше четверти ствола. Я сложил печать тигра, поток чакры забурлил в центре. Я чувствовал, как она движется по спирали, наполняя меня энергией. Мне нужно распределить ее в ногах. Пот начал проступать на лице. Сосредоточившись, я направил большую часть энергии от центра к периферии в область стоп. Приятное тепло обдало мои ноги. Они стали намного легче. Боль в мышцах прекратилась. «Готово!» – сказал я вслух и побежал к стволу. Ноги соприкоснулись с корой. Энергия, что питала точки чакры, словно клеем прикрепила меня к стволу. Я помчался наверх. Вот оно. Неужели я наконец-то доберусь до конца? Я пробежал свою предыдущую отметку на 1 или 2 шага. В тот момент энергия будто бы ушла из ног, и я заскользил подошвами по дереву и полетел вниз. Мне хватило сил, чтобы оставить отметину кунаем. Падать было высоко, поэтому я сгруппировался и рухнул на землю с незначительными ушибами. Это было еще одной проблемой. Помимо того, что мне не хватает чакры, также еще не хватает силы переместить центр тяжести и совершить мягкое приземление. Как же все сложно. Я встал на колени. Телу было больно. Старые ушибы давали знать о себе. В ногах была чудовищная слабость. Я приподнялся, чувствуя, как трясутся колени, вытер пот с лица. Выдохнул и вновь сложил печать. Вновь падение. Был уже полдень. Мое тело изнемогало от усталости. Весь день я потратил на концентрацию и медитацию, но так и не смог превзойти утренний результат. «Черт!» – выкрикнул я, ударяя кулаком по стволу дерева. Мое дыхание было сбивчивым и быстрым. Казалось, еще немного, и я просто упаду от бессилия. «Соберись, Обита! Еще раз!» Когда я уже собрался совершить очередную попытку, в кустах неподалеку что-то зашуршало. Я выхватил кунай и встал в боевую стойку. «Эй, кто там? Выходи по-хорошему!» Холодно и монотонно проговорил я. Фигура поднялась и вышла на свет. «Рин?» Это была именно она. Светло-коричневая жилетка, серая кофта с синим подвязанным шнурочком. Она отряхнула свои шорты и с легким испугом посмотрела на мой кунай. Я тут же спрятал его за пояс, сложил ладони вместе, слегка поклонился и затараторил. «Прости меня, я не знал, что это ты. Я не хотел тебя напугать, правда?» Я зажмурил глаза. Мне было немного стыдно, что я сказал ей столь холодно и грубо. Неожиданно я услышал смешок. «А?» – вопросил я, поднимая взгляд. Рин засмеялась в кулачок, а затем подошла ко мне. «Обита, ты так смешно выглядел с этим кунаем? Рин, ты меня без ножа режешь. Я так перепугался, думал уж, что тебя напугал», – ответил я, громко выдыхая. «Что ты тут делаешь?» «Я искала тебя», – сказала она, продолжая улыбаться. Мое сердце резко застучало. Я отвернулся, чувствуя, как краснею. «Меня? Правда?» «Угу. Тебя не было на вступительной церемонии. Какаша сказал, что ты наверняка проспал и валяешься в кровати». «Этот Какаши», – прошипел я. «Я хотела забрать твои документы, чтобы передать, но сенсей сказал, что ты был там утром и все уже взял.
Он говорил что-то про тренировку. Тогда я отправилась к тебе домой. Твоя бабушка мне и сказала, где ты можешь быть. Меня сдала моя же бабушка. Никому нельзя доверить свои тайны. Эх, прости, что заставил тебя переживать. Со мной все в порядке, честно, ответил я ей. Певуче протянула Рин. Так вот почему ты так редко стал выходить погулять. Практикуешься, да? Ну да, вернее, пытаюсь улучшить свои навыки. Ты ведь не пытаешься обогнать Какаши? Рин улыбнулась и хитро посмотрела на меня. Что? Да нужен мне больно этот выскочка. Я вовсе не пытаюсь его обогнать или что-то в этом роде, заявил я, надувая щеки от упоминания его. Правда? Протянула Рин, приблизившись ко мне лицом довольно близко и смотря прямо в глаза. Эти карие очи всегда вгоняли меня в краску. Она так мило склонила голову в бок, что я был готов признаться в чем угодно, даже если этого не совершал. Да, я просто хочу стать сильнее, заявил я, пытаясь скрыть свою неловкость. Ну хорошо, расскажи, что ты сейчас делаешь? Поинтересовалась Рин, внимательно оглядывая все вокруг. Сейчас я тренирую чакру и, скажу честно, делаю большие успехи, выдал я, гордливо потирая пальцем под носом. Ого, мы только поступили, а ты уже учишься контролировать чакру? Покажи. Я оторопел. Только сейчас осознал, что опять сболтнул лишнего в порыве желания похвастаться перед Рин. Дурак. Ну, если совсем честно, то я хоть и делаю успехи, но все еще не до конца справляюсь, сказал я, отводя взгляд от глаз Рин. Вот как? Протянула она, будто бы зная, что я лишь хвастался. Все равно хочу глянуть. Ты ведь не против? Даже если бы я очень захотел, то все равно не сказал бы нет. Обещаешь не смеяться? Спросил ее я. Ага, весело кивнула она. Я выдохнул и сложил руки в печать. Поток чакры хлынул по телу. Вот он, момент истины. Уж перед Рин-то я не опозорюсь. Издал я вопль и побежал вверх по стволу. Преодолев первую отметку, я уверенно двигался ко второй. Сейчас или никогда, так я подумал. Но у последней отметки ноги опять потеряли свою силу, и меня начало тянуть вниз. Что я там говорил о позоре? Мне точно будет сниться этот момент в кошмарах. Я полетел вниз. Но мне удалось оттолкнуться от ствола и погасить часть скорости, с которой я стремительно несся к земле. Удар. На секунду меня вырубило. Когда я открыл глаза, то увидел лицо Рин. Она сидела на коленях рядом со мной и обеспокоенно смотрела. Я грустно выдохнул и проговорил. «Прости, Рин, я приврал, что могу контролировать чакру». «Очень приврал», — сказала она. «Да, знаешь, можешь смеяться, я заслужил. Я знала, что у тебя не все так гладко, но это не повод над тобой смеяться», — проговорила она строже, подавая мне руку. Я взял ее за маленькую ладошку. Она все такая же мягкая, как и при последней нашей встрече. Рин начала меня обходить кругом, затем взяла за правую руку. «Ай, Рин, что ты...» «Тихо, у тебя тут рана, я сейчас ее обработаю». После этого она достала из кармана платок и маленькую бутылочку с прозрачной жидкостью. Я стоял смирно и ждал, мне не хватало смелости что-либо сказать после того, как я так бахвалился. Ринджи протерла ранку, а затем наклеила пластырь. «Вот и все, ты здоров», — ответила она, тепло улыбаясь. «Спасибо», — ответил я, потирая затылок. «Я ведь хочу стать ниндзя-медиком, поэтому благодаря тебе тоже тренируюсь. Спасибо». «А? Тебе не стоит меня благодарить. Я удивлен, что ты хочешь стать ниндзя-медиком. Даже несмотря на то, что я это знаю, для меня всегда было странным, что Рин выбрала именно этот непростой путь. Ей всегда приходилось лечить меня или Какаши, чаще, конечно, меня. «Почему ты хочешь стать медиком?» – спросил я, глядя на нее из-под лобья. Ну, я всегда боялась ран. Когда люди болеют или травмируются, они очень грустные. Мне хочется, чтобы всегда все были здоровы и никто не умирал». Ее детский голос выдавал нечто воистину оптимистичное. Конечно, все это лишь мечты ребенка, мир во всем мире, счастье, смех и всеобщее здоровье. Дети чистые, оттого и не понимают, что мир чертовски жесток. Однако сейчас я с ней очень даже согласен. И я уверен, что ты станешь отличным ниндзя-медиком. Моя рука совсем не болит. Вот насколько ты хороша. «Да ну!» – прищурилась она и ущипнула меня только что за заклеенное пластырем место. «Ай-яй-яй-яй, обе-то, ты такой врунишка?» – засмеялась Рин. Кажется, я стремительно проваливаюсь в плане
поддержания отношений с Рин. Да что ж такое? А насчет твоей проблемы с чакрой, сказала она серьезнее. Ну да, просто я еще не очень силен, вот вечно и падаю, нужно больше тренироваться. Думаю, дело не только в этом. Встань и сложи руки. Зачем? Спросил я. Узнаешь, улыбаясь, проговорила она. Я сделал, как меня просили. Теперь закрой глаза. Это так необходимо? Еще бы. И это я послушно выполнил. Папа мне сказал, что чакра – это как человек, только он сидит внутри нас. Сначала нужно его позвать. Позвать? Ага. Думаю, она имеет в виду высвободить ее и распределить по телу, что я, собственно, и сделал. Так, сделано, сказал я. Хорошо, теперь нужно почувствовать ее касание. Папа говорит, это как рукопожатие. Так мы чувствуем тепло человека. После этих слов она положила руки мне на плечи и спросила, чувствуешь касание? Да, ответил я. Рин была очень близко. Я чувствовал, как она пахнет цветами и чем-то очень сладким. Голос щекотал мои уши. Как тут сосредоточиться, когда она так близко? Теперь представь, что чакра – это твой друг. Ну, как будто ты с ним здороваешься. Попробуй направить ее в руки и ощутить тепло. Ясно. Я должен провести чакру, чтобы она циркулировала по телу, тогда все точки будут задействованы. Таким образом, я свяжу потоки в единую сеть. Есть, проговорил я, ощущая, как энергия плавно распределяется по телу. И самое важное, ты ведь вечно падаешь, да? Да, со стыдом в голосе ответил я. Мне не хватает чакры, она куда-то пропадает. Думаю, это потому, что ты теряешь с ней контакт. Контакт? Как бы поворачиваешься спиной к человеку, ну или далеко отходишь от него. Видимо, дело в том, что мой разум сосредоточен на одних лишь ногах, и я не поддерживаю поток из источника чакры. Получается, я просто расходую всю энергию, которую накопил в ногах, а дальнейшей подпитки не совершаю. Когда ты опытный шиноби, то уже автоматом делаешь это, не задумываясь, в какую точку отправить больше чакры, но сейчас, когда мое тело не совсем готово, а мозг еще не выстроил определенные связи, это намного труднее. Черт, даже несмотря на мой опыт, я забыл о такой элементарной вещи. Теперь-то вспомнил. Перед глазами пронеслись тренировки в той жизни. Там я тоже без устали пытался все делать именно через ноги, забывая потоки чакры из центра. Правда, тогда я был уже генином. Вот что значит учить основы. Без них, будь ты хоть Хокаге, все равно не осилишь. Все идет от простого к сложному. Таково учение мудреца 6 путей. Спасибо, Рин, тихо проговорил я. Смотри, теперь-то я справлюсь. Я связал потоки со всего тела с ногами. Теперь мой запас не кончится. Рин убрала руки с моих плеч. Я, что есть мочи, рванул наверх. Моя скорость значительно возросла, ноги стали легче обычного. Я будто бы не касался, а бежал по воздуху. Первая отметка, вторая, момент истины. Я прибавил скорости, еще секунда, и я был на верхушке дерева. Голубое небо, полуденное солнце и приятный ветерок. Я стоял и чувствовал необычайную легкость. «Да!» – выкрикнул я, ощущая необычайную радость. Я думал, как взрослый, отталкиваясь от того, что все уже было в моей голове, но оказывается, мне не хватало лишь одного шага, чтобы заставить мозг воспринять предыдущий шаг. Это удивительно, что даже такая мелочь может заставить многое осознать. Наверное, это и есть путь ниндзя – постоянно учиться, даже когда ты думаешь, что все знаешь. Я развел руки в стороны и полетел вниз. Теперь мне не было страшно. Я и чакра, мы вновь едины, снова одно целое. Я ухватился за ветку, переводя поток в руки. Тело было натренировано после многих дней упражнений. Совершив рывок, я отпустил ветку и будто бы приклеился ногами к стволу, после чего побежал вниз. В конце совершил кувырок в воздухе. Тело само сконцентрировано, каждая клеточка была под контролем. Вот он, баланс. Я приземлился рядом с Рин. Она захлопала, показывая очаровательную улыбку. «Ух ты, это было здорово, Обита, ты отлично справился». «Правда?» «Да, это твоя заслуга, Рин. Я так долго не мог понять, что же мне мешало. Но ты мне напомнила об этой простой гармонии, единство тела и духа». «Напомнила?» – спросила Рин. Черт, прозвучало так, будто бы я это уже знал.
Рин ведь понятия не имеет, что я не совсем тот Обита, которого она знает. Ну, я прочитал в книгах, правда, там так сложно написано, вот. Ха, неловко оправдался я. О, ты читаешь книги? Ну да, время от времени. Ха, ты так изменился, Обита. Я никогда бы не подумала, что ты можешь быть прилежным учеником. А? Рин, я очень прилежный. Не говори так. Взмолился я. Она ничего не ответила, лишь звонко рассмеялась. Глядя на нее, я не удержался и тоже расплылся в улыбке. Мы провели вместе еще немного времени. В основном это был отдых, ибо мое тело было очень истощено. Затем Рин встала и сказала: «Мне пора. Мама будет переживать, если не найдет меня на площадке. Вдобавок завтра первый день учебы». О, да, ты права. Слушай, Рин, не говори никому, пожалуйста, что я здесь тренируюсь. Не хочу лишнего внимания. «Ты не хочешь похвастаться перед ребятами? А ты точно Обита?» – спросила она, трогая мой лоб. «Я не хвастун», – сказал я краснея. «Прости», – ответила Рин, складывая ладошки вместе. «Я обещаю. Думаю, для тебя это и правда важно. Ты даже не представляешь, насколько...» – тихо проговорил я, отворачивая голову. Ты что-то сказал? Я хотел сказать тебе большое спасибо. Твой отец и правда умеет объяснять сложные штуки простыми словами. На самом деле он говорил сложнее. Просто я поняла это так. Мне показалось, если я скажу, что это поведал мне отец, ты будешь внимательнее слушать». Она меня подловила. Я бы и так внимательно ее слушал. Неужели она догадывается, что я теряюсь от умиления, когда она говорит от своего лица? Это же не может быть так заметно. Ты меня подловила, тогда с меня причитается. Я это запомню. Если мне понадобится, ты ведь защитишь меня от хулиганов? Конечно, я же... Стой, ты и это знаешь? Начал я, но тут же опешил от ее осведомленности. Может быть. До завтра, Обита, прокричала она, удаляясь все дальше и весело маша рукой. Я высоко поднял свою и долго махал Рин вслед, даже когда она уже скрылась из виду. Как же много обо мне знают. Или же это только она? Что ж, думаю, теперь я могу двигаться дальше. Время неумолимо неслось вперед. Наступал вечер, и солнце близилось к закату. Я отработал последнее упражнение. После того разговора с Рин я чувствовал себя необычайно бодро. Я надел куртку и двинулся по направлению к дому. Лесная тропинка, которую я выбрал, была довольно короткой, поэтому продираться сквозь чащобу не пришлось. Когда я почти дошел до выхода, то услышал хруст где-то сверху. Машинально я прижался к стволу дерева. Чего это я таким мнительным стал? Вот что значит автоматизм. Однако мне было интересно, что же вызвало такой шум. Я выглянул, на дереве сидел человек. Он расслабленно восседал на ветке и читал книгу. Я пригляделся. Это же Сакума Хатаки, отец Какаши. Он читает книгу в лесу. Кажется, Какаши тоже что-то подобное любил делать. Яблоко от яблоньки. В этот момент Сакума спрыгнул с ветки, положил книжку в карман, потянулся и пошел по тропинке. Я бы прошел мимо, но это такой шанс потренировать свою скрытность, да и вообще узнать об отце Какаши. Я аккуратно двинулся следом, стараясь не издавать ни звука. Господин Хатаки шел размеренно. Многие приветливо улыбались и кланялись, здороваясь с ним. Он же неловко улыбался и старался не давать людям склонять головы. Сакума двигался к магазинчику сладостей. Я шел следом, прячась в закоулках. Через несколько минут он вышел с полным пакетом вкусняшек. «Сладкоежка, значит», – тихо проговорил я себе под нос. Затем он свернул в переулок, который вел на тропинку вдоль реки. В это время там обычно собираются парочки, но сейчас довольно пусто. Черт, открытое пространство мне не на руку. Но может, если я буду двигаться по низу, то он меня не заметит. Так мы шли несколько минут, пока отец Какаши не остановился. После этого он резко исчез, оставив на земле один пакет. «А?» – воскликнул я и подбежал. «Клон! Это значит...» «Именно так!» – прозвучал голос позади меня. Я повернулся, передо мной стоял Сакума Хатаки, легендарный белый клык листа. Он с интересом смотрел на меня, а затем спросил: «Почему вы преследуете меня, молодой человек?» «Простите, господин Хатаки», – проговорил я, быстро кланяясь в попытке извиниться. «Не поймите меня неправильно, я не хотел вам навредить или что-то вроде того». Сакума немного удивился, а потом звонко рассмеялся. «Прости, я тебя напугал, подними голову». Я послушно выполнил его просьбу. «Я тебя узнал.
ты мальчик, который играет с моим сыном, Обита, да? Да, меня зовут Обита Учиха. Очень приятно. А меня Сакума Хатаки. Я отец Какаши. Спасибо, что дружишь с моим сыном. Дружим? Ну, не знаю, можно ли назвать это дружбой, задумчиво сказал я, оценивая наши отношения с Какаши сейчас. О, отпрыгнул в ужасе Сакума. Неужели ты его враг? А? Нет, скорее соперник, но не думаю, что Какаши меня хоть как-то воспринимает. Фух, я-то уж испугался, выдохнул он. А это точно легендарный ниндзя? Какой-то он больно добродушный. Я думал, что отец Какаши более строгий, хоть и заботливый. Слушай, Обита, да, не хочешь прогуляться? Время позднее, я как раз провожу тебя до дома. Что вы, я не хочу утруждать вас, ведь это не моя вина, что так вышло. Ой, да брось, ты ведь тренируешься, не так ли? Да, а как вы узнали? Я знал, что ты идешь за мной, еще в лесу. Вот мне и стало интересно, с чего это ты так прячешься. Теперь мои догадки подтвердились. Да, и твой вид прямо-таки говорит о том, что ты почти весь день практиковался. Я взглянул на себя, и правда, я был весь в пыли и ссадинах. Даже как-то неудобно, что я так вот неопрятно выгляжу перед отцом моего друга. Простите. У тебя такая забавная привычка за все извиняться. Ты очень вежливый мальчик, Обита. Еще бы я перед легендарным ниндзя себя вел дерзко. Эта жизнь мне очень дорога. Ну так что, пойдем? Хорошо, неловко ответил я. Мы шли вдоль реки. Молчание немного затянулось. Тогда Сакума достал палочку с данго и протянул мне. Это мне? Конечно. Думаю, ты наверняка не ел, так что угощайся. Спасибо большое. Я съел свое данго с огромным удовольствием. Живот одобрительно заурчал. Сакума улыбнулся, а затем спросил. Значит, ты не друг, но и не враг Какаши, так? Ну да, мы часто играем вместе, но он вечно меня подкалывает, не считается с моим мнением, называет меня лентяем. Ого, вот как. Это очень на него похоже. Задумчиво проговорил Сакума. А что ты о нем думаешь? Думаю, что он дурак и выпендрежник, и зануда, сказал я, складывая руки на груди. Как честно, мне это нравится. Но, тихо продолжил я знаю, что он хороший человек, который всегда делает все, чтобы помочь другим, даже если он этого не показывает. Сакума немного замедлился, а затем посмотрел в мои глаза немного серьезнее, но в то же время теплее. Ты первый, кто это сказал, Обита, понимаешь? Мама Какаши умерла совсем молодой, поэтому мой сын даже не помнит, как она выглядит. Я всегда хотел, чтобы ее воля, доброта и отзывчивость передались нашему ребенку, но я не могу заменить Какаши мать. Со временем он замкнулся и начал носить эту маску, а она стала его своеобразным блоком от остальных. Вдобавок его вечно называют сын Белого Клыка. Он привык оправдывать чужие ожидания, научился прятать чувства за маской безразличия и холода. В такие минуты думаю, что я ужасный отец, раз сын просто не может быть с собой только потому, что ему нельзя потерять лицо. «Это неправда!» – воскликнул я. «А? Вы замечательный отец. Может быть, он не показывает вам, но Какаши всегда гордится тем, что он ваш сын. Он старается не от того, что ему нужно выглядеть как вы. Он знает, ваша слава основана на добрых поступках и героических победах. Он берет с вас пример, потому что ценит и уважает то, что вы делаете для деревни. Господин Сакума!» Отец Какаши на минуту потерял дар речи. Я должен был ему это сказать. Тогда, когда он умер, Какаши много раз приходил на могилу и просто молчал. Уверен, у него было множество теплых слов, которые бы он хотел передать своему отцу. У меня нет родных, кроме бабушки. Я даже своих родителей не знаю, поэтому тогда не мог его понять. Но сейчас все иначе. Я понял, что такое семья. Это не просто одна кровь или один клан. Это связь между людьми. То, что нас соединяет и придает сил заботиться о ближних. Этому меня научил Наруто и Какаши, и я усвоил этот урок. «Вот как!» – ласково сказал он, слегка улыбаясь. «Много же я не замечал. Спасибо тебе, Обита. Тогда могу я тебя кое о чем попросить?» «Попросить? Конечно!» – ответил я. «Пожалуйста!» – Сакума склонил голову. «Будь другом моему сыну. Иногда он бывает жутко заносчивым, может быть даже грубым, но как отец я знаю, что внутри него живет доброта. Помоги ему выбраться из этой скорлупы, избавиться от своего образа. Если у него будет такой друг, как
как ты, я верю, что он сможет познать, что же такое истинная связь, объединяющая всех нас в Канохе». Я немного удивился. Столь легендарный человек склоняет голову перед 8-летним ребенком. Он делал это с открытым сердцем, будто бы цепляясь за любую возможность, чтобы дать своему сыну путь, отличимый от его собственного. Я склонил голову в ответ и сказал: «Я обещаю, что не брошу его в беде, всегда протяну руку помощи, и во что бы то ни стало, буду его другом. Я очень благодарен тебе, Обита. Тогда я могу быть спокоен, что у моего сына есть те, на кого он может положиться, даже если меня нет рядом». Мы уже почти подошли к кварталу Учих. Последние слова Сакума пробудили то самое воспоминание о его смерти. «Мы пришли. Дальше я добегу, не беспокойтесь». «Хорошо». Когда отец Какаши уже уходил, я собрался с силами и произнес: «Господин Хатаки». «А? Что такое, Обита? А вы не можете тоже кое-что мне пообещать?» «После твоей помощи, как я могу отказать?» — сказал он, улыбаясь. «Вы не оставляйте своего сына, прошу вас». «Почему такая просьба? С чего я должен оставлять Какаши? Просто пообещайте, что бы ни случилось, как бы тяжело и грустно вам не было, какие бы тяжкие мысли не посетили голову, вы будете помнить, что Какаши нуждается в вас, что для него именно вы пример, поэтому будьте с ним. Я прошу вас». Сакума на минуту опустил взгляд вниз. Он посмотрел в мои глаза, будто бы догадался, что я имею в виду. Было видно, что он пытался прочитать мои мысли. Я посмотрел на него не как 8-летний Обита, а как человек, что предал однажды своего друга, свою деревню и совершил множество ошибок, из-за которых погибло много хороших людей. «Ты очень интересный человек, Обита Учиха», – тихо проговорил он, затем его черты лица смягчились. Он улыбнулся и кратко произнес: «Я обещаю». Мы пожали друг другу руки, такая крепкая, шероховатая, с многочисленными шрамами. Моя детская ручонка утопала в этой огромной ладони. На этом мы распрощались. Не знаю, что во мне увидел Сакума, но одно я знаю точно: будущее нигде не написано, и я обязательно справлюсь. Рин, если ты это видишь, то продолжай в меня верить. Продолжение следует.